Пока жду доставку, тут мне предложили роллы попробовать, но я в жизни палочками этими, блин, не пользовался. Палочек нету. Блин. Хрена не получается. Придется вот так. Наверное, неправильно учит. Да ну нафиг. Это Аргентина. Страна мечты и реальности. Леонид Тимо из самой души Аргентины. Всем привет! Оля, Оля. Ребята, Привет, всем Аргентина! Привет с Аргентины. И всем. не Аргентина, все, кто смотрит. Так, мы вот первый раз повстречались, но, ребят, принеси мне суши на пробу. А я их попросил рассказать немножко о себе. Знакомимся. Аня и Саша. Я Саша, это Аня, моя жена. Да. Мы из Владивостока. Мы из Владивостока приехали почти 3 года, ну 2,5 года назад, будем считать. 2,5 года назад. С далекого Дальнего Востока. Да, с Пролетели Владивостока. полмира, чтобы приехать в Аргентину. С берегов Японского моря на берега Атлантического океана прилетели. Да, живем на другом континенте теперь, и нас разделяет 13 часов с нашим Владивостоком. То есть, когда у нас утро, у них вечер, и У наоборот. нас вечер, у них утро. Да, с одной стороны, очень удобно, Очень что удобно, всегда можно всегда поймать есть друг друга. возможность созвониться, да. С Россией вообще было все хорошо, начнем с этого. Вообще, у нас была квартира, мы только купили квартиру в ипотеку, выплатили ипотеку. Сделали сами ремонт своими руками. Мы 2 года только пожили в ней. Мы купили участок, я уже там начал мастерскую строить. У нас было 2 По дереву. машины. У меня были станки, рейсмус, фуганок, рубанок, фрезеры, циркулярные пилы с протяжкой, без протяжки, ручной инструмент, рубанки ручные. Ну, то есть все, что по дереву, там, поделка кое-какие делал. Ну, то есть, как бы мы хотели жить в России, но, блядь, случился в 22 году, и, ну, и как бы я... Ну, как-то решение было принято быстро, скомканно. Да не быстро, Мы тяжело за месяц перед отъездом зарегистрировались, хотя мы с Сашей уже 8 лет, да, вместе 8 жили. лет жили вместе, 7 лет. Да. Не расписаны. Но мы даже настолько было все скомкано, что мы даже не успели купить кольца себе на регистрацию. И уже по приезду сюда, в Аргентину, мы себе сделали обручальные кольца здесь уже, в Argentine. И это было тоже так символично для нас. Имена написали? С гравировкой, да, они написали, сделали. ну да, написали. И причем это абсолютно случайно тоже произошло. Познакомились здесь с ювелиром, тоже совершенно случайно. Армян. Да. Как его я уже не помню. Стыдно, не Я забыла. Ну, здесь много армян, и все время, вот, сколько я себя В помню, они микроцентре, занимаются, да, вот золотом, вот там вот. В микроцентре нам делали. Целые Улицы. кварталы, улицы, Да. там вот этих армян, И- золотом. Да, и мы случайно с ним познакомились, и мы ему говорим, вот, можно у тебя кольца заказать? Он говорит, да, без проблем. И вот так получилось, что мы сделали себе кольца уже здесь, в Аргентине. Ну, расписались в России там за несколько дней до вылета. А кольца уже здесь. Ну, чтобы заехать уже в Ну браке да, сюда, как как бы, семейная пара. да, как семейная пара. Чтобы потом, да, здесь как бы не было лишних волокиты бумажные. Приехали сюда, познакомились с Вовой, опять же через YouTube, потому что, Это пришел поздороваться. Привет, привет, давай. да. Все? Это знакомый, да? Как зовут? Кого сейчас? Лёля. Лёля? Лёля. Лёля. Девочка Лёля. Приехали в Аргентину. Я никогда не забуду первый день, когда мы вышли на улицу. Это было очень было странно, страшно, потому что мы вернулись в квартиру ни с чем обратно, вот через Airbnb, которую сняли.
потому что мы не нашли контакт абсолютно ни с одним человеком, по-английски никто не разговаривал, ну, наш английский такой, школьного уровня, но все равно это какие-то хотя бы слова для коммуникации мы знали. Учат английскому для того, чтобы ты его никогда не знал, или никогда не понимал за границей, мне кажется. Мы говорим, мы только ходить научились, говорить еще не научились, говорим, Да, мы как мы дети ржали ржали. вчера. Ходить только научились, говорить еще не умеем. Мы еще лялечки, которым 2 года. Типа да, нам 2 года. Мы реально, ну как бы мы учим, мы что-то стараемся, пытаемся, по пьяни где-то в баре с кем-нибудь зацепишься с аргентинцем, ну, оказывается, блин, я умею разговаривать, ну типа... То есть, как бы под пивком легче все оно идет из тебя. Ну, а когда ты... аргентинцы молодцы, Ну, они молодцы, всегда поддерживают. Давай, они давай, всегда говорят, говори. у тебя твой испанский очень хорош, говори, только молодцы, говори. конечно. Типа, Они, говори, да. говори, типа, все у тебя получается, давай. Да. Это, конечно, вообще, люди здесь, конечно, необыкновенные. Незакомплексованные, открытые аргентинцы, конечно. Ну и что, вот мы заехали в хату, в Airbnb-шную, 2 недели мы за нее оплатили. Нам друг оплатил с московской карты. Что мы даже не С могли хату грузинской, оплатить с да. грузинской. И на 3-й день, ну, сначала мясо, пиво, конечно, бесподобное. Да, рядом мясо. был кота, и мы 2 ходили. недели мы ели каждый день Я стейки, нюхала ели это сельдерей и мясо. говорю, господи, какой он Овощи ароматный. как пахнут, фрукты. То есть мы вообще, конечно, обалдели, Кока-кола наслаждались. здесь даже другого вкуса. Она такая День на вкусная. 3-й мы, короче, такие, ну, начинаем Спрос- переживать. Искать Спросили у квартиру начинаем дальше. Спросили у хозяйки, а где там деньги разменять, куда идти? Она нам сказала, Ходили вот на идите вот так Флориду. прямо. Мы же понимали, что мы выйдем из квартиры, и Wi-Fi уже не будет, у нас нету местных карт. Сим-карт. И мы будем без связи, и как бы вообще куда, собственно, идти. Да, Она нам нашла какой-то буклетик. Бумажную карту. Бумажную И по этой карту. бумажной карте И вот пошли так нам на нарисовала Флориду. дорогу, говорит, идите на Флориду, адрес такой-то, там поменяете деньги, и там же на Флориде где-нибудь симки купите себе. В итоге, ну, мы дошли, поменяли благополучно деньги, но кое-как мы поняли, что мы вообще, то есть... Попытались спросить, а где же, Никакой коммуникации где же вообще у купить нас не сим-карты, возникает. и мы понимаем, что ни в одном магазине нас не понимают вообще. Мы вернулись по этой тропинке обратно и думаем, а что дальше делать? Ну и Саша написал Вове. А я смотрел Вовин канал, Вовы нашего, можете ссылочку на него оставить. Обязательно. Начнем с Это Аргентины, теперь по-моему. механик, который лучший Да, механик, которому да. я катаюсь. Да, лучше бы Я такой думаю, Буэнос-Айресом. короче, напишу-ка я этому мужику. Я уже несколько роликов посмотрел, думаю, нормальный пацан. Я ему пишу, говорю, так и так, братишка, вот помоги, где купить карты, где купить эту субы, карту проездную. Ну, мы про Он субы говорит, даже тогда не думали. Это мы еще где-то 4-5 день, наверное, в Аргентине, Да. в этой хате. И он мне пишет, а давай, а где вы живете? Я говорю, там-то, там-то. Ну, говорит, такой себе, конечно, у вас райончик. Говорит, давай, говорит, вечером встретимся на Конституционе. Я такой, я ж не поверил. Ну, он говорит, давайте я к вам подъеду. Давайте я к вам подъеду, типа, и все помогу. Ну, и Саша мне говорит, я тут списался с блогером, он сказал, что подъедет. Я такая, чё? Какой-то парень левый чувак приедет русский нам помогать. подъедет к нам, ну, типа, Даже а не зачем, верю. да, Да, это ну, что, я в ж не- его я ж, ну, интересах? как-то, Какой у него интерес Подвох к нам? сразу Он такой блогер. у меня, ну, что ему, может, ему что-то надо? Он думал, блин, а какой у нас выбор? Выбора нет другого. Естественно, русский свой пацан. Все, мы приехали, сидим такие там на этом Конституционе, там реально такие маргиналы ходят туда-сюда. Вован такой подходит, говорит, ну да, Вова с конечно, ваш Вероникой Снежков идет. видно издалека, говорит. Такой походкой свободной Такой подходит. сразу и транквило, говорит, расслабься. говорит. ребята, вы в Аргентине, расслабьтесь, вас видно за километр. Что вы только приехали? Ну и, короче, он нас за ручку отвел в этот в Клара. Мы купили 2 чипа, 2 симки. Купили тут же субы, хотя субы тогда не было. Какой-то был момент, что нигде. А Да. именно в Конституционе тогда на конечной мы купили 2, да, проездных? Да. 2, да, Гриша потом. Ну и он нас в курс дела вел, показал, да, какие примерно. местные приложения, как доехать, куда идти, что, как. Ну, то есть какие-то Помог, такие короче, нам. общие Реально, то моменты, есть и он нам объяснил. как-то поддержал И самое даже. главное, что он нам дал понять, что ребята, не нормально, беспокойтесь, расслабьтесь, если всё что, чётко. звоните мне, я вам все подскажу, и мы вот как бы с того времени И общаемся, дружим. и дружим, да. как-то. Да, вместе ездим отдыхать, то есть эти люди, ну, кажется, с которыми мы, наверное, будем всегда общаться. Да, они нас поддерживают, мы их поддерживаем. Как-то вот так сложилось. Ну, Ну и нормально дети у вообще. нас сдружились, поэтому Ну, как у нас Гриша мальчик, у них Вероничка. Да. Вот. А потом что было, Саш? Ну что потом? Потом мы в микроцентре сняли хату. Аня пошла учиться швеей. Да, прошло 3 недели, Я и без работы сидел, наверное, месяц
Ну, 2 точно. 2 месяца без работы сидел. Как раз вот мы Даже встретились нерва с такая Вовой, и была. потом через несколько дней встретились с его женой Мариной, и Марина мне говорит: что ты умеешь делать, шить умеешь? Я говорю: ну шить умею. Она говорит: ну вот иди в Реглю, работай, просто для того, чтобы войти как бы в коммуникацию, где-то подучить испанский, слышать испанскую речь. Ну, то есть нужно как-то, как это, не синхронизироваться, а это ассимилироваться, да? Ну, вот, поэтому как бы так вот через цепочку каких-то людей я пришла в локаль Регля де Ропа, то есть ремонт одежды, к Валентине. Она тоже с Украины приехала, ну вот как вы, да, ваша иммиграция была. Очень хорошая женщина. Я ей бескрайне благодарна, потому что я просто пришла к ней и говорю: вот я только приехала с России, если у вас есть какая-то работа для меня. Она мне говорит: завтра приходи туда, во сколько хочешь, во сколько. И мы, говорит, с 9 работаем, хочешь к 10 приходи. Я говорю: ну хорошо, приду. Я пришла, и все. И это просто человек, который, вот она меня научила шить, ну, хотя я чуть-чуть умела, у меня дома была бытовая машинка, но она меня научила шить на промышленной. Делать определенные операции, да, как правильно ремонтировать. В ремонте одежды я могу сделать все, я делаю очень хорошо благодаря этому человеку. Вот. И получилось так, что у нас потом сын пошел в школу, и мне Валентина говорит: ты себе машинки-то покупай промышленные домой, чтобы потом ребенка придется тебе забирать, потому что здесь, в Аргентине, как бы очень трепетно так относятся к детям, в плане того, что детей обязательно нужно забрать, прийти лично, да. Ну и так получилось, что... Купили мы, короче, 2 новые машинки промышленные. Да, оверлок и Ректу, простую, и оверлок. Прямострочку, да. И Аня начала дома. Я начала готовить дома. А Саша... Готовить, да. Шить дома. А брать я эту сидел без работу работы домой. 2 месяца, и как-то случайно в телеграм-каналах же ищешь работу, ну, любую там. У Армяна там 2-3 раза выходил, стены красил там за 5000 песо в день. Потом мы с Вовкой были на разгрузке каких-то ковров, там, упахались так за 4000 песо просто. Но такие довольные были. Потом их же тут же пропили на пиво, на бургеры какие-то там. Довольные, капец. И потом я случайно там чаты же это, ресерчишь эти чаты, телеграм-каналы. И кто-то что-то, или кто-то блинов там сказал, где купить блинов русских. Или что-то кто-то, или кефир кто-то захотел. Я думаю, блин, типа, что-то надо попробовать. Потому что нет, Саша... я, короче, свое объявление в телеграм-канал. Да, я увидел что-то, запрос какой-то и подал объявление. Долго-долго сомневался, но в итоге думаю, да, короче, чем черт не шутит. Типа, мол, повар, оказываю услуги, могу выйти к вам приготовить. Такое-сякое, там, что хотите, пюрешки, котлеты, борщи, мощи. Вообще, неважно, пофигу. Любой вид блюда, который захотите. И женщина написала, я раз сходил к ней, 2. Ну, ей что-то не понравилось, дорого, как оказалось, ей. Для нее было дорого. Потом еще один написал, я уже так думаю, ну, то есть как-то стал более уверенно. Начальная цена у тебя была $5 в час. Ну и, короче, люди начали писать, как бы я так приободрился, все, уже и начал где-то раз по чуть-чуть цену начал поднимать, и как бы, ну, я смотрю, люди не отказываются, клиентов все больше. У меня была загруженность, у меня 2 клиента в день, 6 дней в неделю. Даже и в воскресенье я работал. Ну, то есть тотальная загруженность была. Ну, Потом Саша, начали получается, выезжал появляться. к ним домой, ты это не сказал. То есть он, да, я выезжал к ним домой, готовил у них, частный личный закупал повар. продукты, приезжал, готовил все. То есть они со мной расплачивались по чеку и за работу. Криптой за работу, по чеку в песо. Потом начали появляться запросы типа на доставку. Кто-то захотел доставку там, или начали люди лично обращаться. А вы можете нам приготовить то-то, то-то, там котлеты, пельмени, там перцы фаршированные, голубцы, ну что обычно люди там. Что там, рыбу там вяленую я начал, говорю, делать тогда на Пошел балконе. запрос прям на молочку, а Да. можете ли вы начали сделать кефир, творог, сметану кефир. делать, что еще, творог. Да. И прям как-то так все пошло. Аня готовила, Аня И в этот шила момент время. получилось так, что я стала работать уже дома на швейных машинках, Да, и она и мне Саша, поддерживала, помогала. и Саша говорит: давай, пока я на выезде, ты будешь дома делать молочку, ну вот эти вот запросы, да, то есть он же творог. все
рецепты знает, я как бы тоже, что любая русская женщина умеет готовить, условно. И я начала тоже дома параллельно. Вникать Тут же просто. шью, там что-то отшила или вечером полночи шью, например, днем готовлю под запрос, там, ко времени определенному. Блины, не блины. Ну да, блины наши полюбились очень. Видишь, Определенное меню появилось на доставку, в котором как-то люди могли выработалось. зайти, посмотреть самими и заказать. людьми выработалось, не нами. Это, то есть это был запрос от клиентов Да. непосредственно. То есть, ну, и как бы все само собой. И Появился свой костяк клиентов, то есть они постоянно, регулярно стали заказывать. Мы уже, у нас какой-то, мы даже уже немножко планировать начали свои какие-то действия, средства какие-то там. Ну, то есть это довольно-таки хорошее достижение, как мы считаем. Ну да, и плюс Саша профессиональный повар, у него Да, я высшее учился, образование, то есть именно связано с Ну и опыт у меня 15 лет. технолог продуктов питания, или как Технолог правильно продуктов называется. вообще. И очень большой опыт работы в разных ресторанах. продуктов То есть питания. он реально умеет готовить любую кухню абсолютно. Технология продуктов питания, да. Да. Да, у меня опыт, я работал в итальянском, в китайском, в корейском, в японском, много работал. А В я- русской оттуда и кухне. суши, да? Да? Смотрите, теперь они делают суши. Мы сейчас их распаковывать не будем. Не сейчас мы будем, по не будем. специально будем пробовать. Ну Вот, вот, пожалуйста. смотрите. Чопстик. Эти суши мы Разработали потом- логотип. Да, молодцы. Это все Аня делала. Аня у нас за техническую часть отвечала. Да, я, получается, еще хотела рассказать именно внутреннюю трансформацию, которая произошла, и мы ее осознали очень. Да, мы ее приняли просто. Мы ее себя приняли. Было очень сложно, тяжело. было, да, очень. Очень много было таких моментов, что просто Бытовых моментов много сложных. колбасило было. так, что Колбасило, да. вообще думаешь, что Ну происходит. еще бы, вы же сами рассказывали, что у вас там и машины были, и то, и то, Ну, и то. да. Теперь приехали, и вот надо как бы начинать Да, и ты вообще другое все. Да, ездить в метро каждый день по несколько раз, в автобусе. Я вообще отвык от общественного транспорта. Мне было очень тяжело. Для меня было сложно. Я быстро как бы понял, что к чему, но тяжело. И до сих пор мне в общественном транспорте тяжеловато. Я привык ездить на машине как бы столько лет. Что... Мне Ну, было нормально, очень я смирился. тяжело привыкнуть Окей. к городу, потому что Буэнос-Айрес, он состоит Очень из квадр, то есть такие пересекающиеся одинаковые улицы, все. и мне казалось, что все одинаково. Я всё. все время боялась Всё заблудиться. И все напугали, что телефон доставать нельзя, у тебя его сразу же выхватят. Ну, как бы. Ну, да. Да, конечно, Пугали. бывают такие ситуации, но не до такой степени, что это прям... Так, что-то Почему мне было тяжело? Я в какой-то момент это поняла. Я помню тот момент, когда мы с тобой шли. Ну, Саша иногда, он меня как бы очень чувствует, он понимает, когда меня сильно колбасит, нужно что-то сделать с этим. Сейчас уже так вот эти колебания, можно сказать, Более редкие сходят стали. на нет, да, потому что появилась цель и Амплитуда направление. уменьшилась. Направление появилось, наконец-то. Мы к этому шли 2 с лишним года. Ну да, у нас появился вектор. То есть Вектор, когда есть цель, родился чопстик, он реально родился как будто. То есть мы не думали об этом, реально. То есть мы не планировали делать суши тут. А сейчас мы прям, я как будто оно вот так раз и всплыло вот это. И название, ты помнишь, мы в этом были? В Пуэрто-Мадеро и в Экологика, резервада Экологика. Я такой, блин, мы все мечтали, вот там будем кататься, путешествовать. а я и знать не знала, что Саша профессионал, и он работал в точке суши. Мы когда с ним Да, мы 7 познакомились, лет прожили, она не знала. он уже не работал поваром, он Да, я завязал просто, с да, этой профессией. я работал когда-то. водолазом, когда мы уезжали с России. А тут оказывается, До этого что я он- 5 лет работал водолазом и кормил ее гребешками свежими со дна морского, осьминогами, рыбами всякими. И ежа вот так гадами, раскрывали. Ежа, рапаны, ракушки всякие какие. Ну, у нас очень богатое море японское. Самое богатое японское в мире на биоресурсы это Охотское, и на втором месте это японское, и потом норвежские моря идут там. Ну, реально самое богатое. Там именно в Охотском море находится какой-то котел, в котором столько рыбы, которые там и селедки, там камбала, палтус, крабы, гребешки. Ну, реально очень богатое море. У нас очень богатый край. И, конечно, нам здесь не хватает очень красивые. сильно моря, просторов вот этих, воздуха соленого вот этого, да, вонючей этой капусты морской. Да. А поселиться в Мар-дель-Плате? Нет там запаха такого. Океан не пахнет. Не пахнет. Мы были, только приехали с... А море у нас оно прямо с запахом. А такой дезодорант морской. купить морской? И Ну, нет, нет, все клево. Вот это Да да. и все океан клево. не Это... такой Но соленый Но это здесь, важно, потому это что важно. река Мы же жили рядом. даже, мы квартиру, когда купили, у нас с квартиры море было видно. Вдалеке, но его было видно. Залив Амурского, Амурский залив было видно.
Как бы мы жили, вот оно, с 3 сторон. Этот город омывается со всех его 3 сторон. Кто понял, тот понял. Саша вообще ихтиандр, он водолазом работал последние 5 лет. Он очень... Я поэтому у него тоже такая сильно была скучаю. сезонная работа, например, он 2 месяца работал, потом 2 там месяца несколько осенью, отдыхал, 2 потом месяца опять весной. чуть-чуть работал, и у него У меня как график бы... был такой вообще. И заработок был нормальный, что хватало, и он успевал заниматься Да, своим. мы квартиру купили, ну, нам, правда, родители Хобби. помогли сначала, но ремонт полностью мы все сами сделали, ипотеку закрыли сами, да? Да, а тут мы приехали, и как бы совершенно другая... Ну, вообще, другая жизнь, новая. Мы, говорю, только научились ходить, вот еще говорить толком не умеем. Ну, все нормально, прорываемся и прорвемся. Нам понравилось. Мы, конечно, но не многие сразу. уедут. А уже уезжают, уже многие уезжают, много уезжает людей. У меня много клиентов же и в Испанию, в Португалию люди уезжают. Ну, те, кто с достатком, с хорошей работой удаленной, они покупают недвижку в Европе и едут в Европу, в Америку, некоторые в Россию. Ну, в России что, деньги зарабатывают, это как на вахту. В России на вахте, как на вахте, особенно... Я хотела еще сказать, что иммиграция, она очень сильно не меняет каждому тебя дается. изнутри. Да, ты проходишь через все тернии. Угу. Ну, во-первых, это внутренние твои переживания, Да. принятие вот этого всего нового. У тебя меняется полностью окружение, меняется все вокруг. Люди вокруг разговаривают на другом языке. Ну, абсолютно все другое, в общем. И да, ты начинаешь мыслить по-другому. Ну, то есть ты, допустим, раньше жил, у тебя уже все было устаканившаяся жизнь, зона комфорта, устаканившийся график, у тебя была стабильная работа, у тебя была машина, ты знал, куда ты отпуск завтра раз в будешь, год. Да, что у тебя как, кто где, мама кто тут вокруг. живет, папа там, так, вот братья это вот тут. мои друзья, все. Да, друзья Тут здесь. ты приезжаешь, все, ничего этого нет, и ты думаешь, так, что делать будем? При всех этих обстоятельствах ты понимаешь, что там твоя подушка денег, она не бесконечная, а аренду плати, а то, а сё. Это учитывая, что мы еще застали дешевые цены. Как та лягушка, которая... И ты думаешь, либо ты та лягушка, которая сейчас ко дну пойдет, или ты надо масло плыть. будешь Надо сбивать. плыть, да, чтобы вылезти. Вот. И получается, что я в России работала в администрации по заключению муниципальных контрактов. То есть моя работа была связана с документами, я сидела за компьютером в за хорошим компьютером, офисе, за самым дорогим приезжала последним туда компьютером. на машине, а приехала сюда, и ну ничего нет. И дохода нет, удаленного дохода нет. И вот обрела профессию швеей. Саша вспомнил профессию, которая у него была. Хотя я зарекался не возвращаться больше в кухню не буду, потому что это адский тяжелый труд на кухне. Вот. Ну, И в какой-то момент, я не знаю, я вообще не люблю всяких, как сказать, вот этих инфо-цыган, там, которые говорят там, пройди на вебинар. Да, пройди курсы, пройди на бесплатный вебинар, купи курс. И мне как-то выпала какая-то итоге, такая реклама, и я на нее повелась, короче говоря. И я прошла курсы, такие, достаточно недешевые были. Да, для нас это было недешево. Ну, я повелась на вот эту вот девушку, женщину, которая это все преподносила. Она, видимо, очень грамотно сайтов. очень преподнесла это все. И в итоге за 2 месяца я обучилась на такую профессию, которая называется администратор онлайн-школ. Но этот курс, он содержал в себе, там, допустим, настройку веб-сайтов, вот на конструкторе, знаете, который собирать нужно. Потом подключение платежных систем, вот эти вот вебинары. Боты, настройка ботов. Вебинаров, настройка ботов, Тильда, вот настройка этот телеграм-каналов. Потом вот этот вот, как не графический дизайн, Canva, это программа, которая... Для сайтов. Дизайны типа делает. Вот в итоге я вот эти вот все такие небольшие навыки прошла, но из этих курсов я поняла, что любой сервис ты можешь изучить сам. Тем более сейчас есть GPT-чат, и ты ему говоришь, подскажи мне, через какой сервис мне сделать то-то, 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 и он тебе прям инструкцию дает. И это так офигенно, и я поняла, что я это все могу. И из этого всего, можно сказать, и выросла. Тогда ты не пользовалась GPT еще? Ну, тогда не было, но я к примеру говорю.
Ну, сейчас да. Что сейчас, да, мы сейчас им активно начали пользоваться. Да. Почему у нас как бы все дело так хорошо пошло? Потому что я сделала красивое меню. Я сделала телеграм-канал, куда мы начали выкладывать какие-то Инстаграм-канал рецепты, что-то там по нашему меню, интересно все это прописывать, посты. Ну, то есть как бы канал был такой очень живой. И потом, условно, когда все эти навыки уже знала, когда у нас родился Чопстик, да, я проработала логотип, я проработала меню. Ну да, Аня все Очень сама это сложно делала. мне Ну, мы было- советовались, естественно. Очень но сложно мне было на начальном этапе Она это всё делала фотографировать сама. эти роллы, потому что они мне не получались, Да, мне не да. нравились эти фотографии абсолютно. Но и мы долбили в одну точку. Вот сейчас мы решили, что мы бьем только в одну точку. Да, мы мы делаем решили... только роллы. Мы продали машинки вот позавчера, позавчера. Да, промышленные Даже машинки мы дали, продаем. как говорится, в рассрочку, в пользование девочке одной. Мы здесь, Аня познакомилась по своей швейной профессии с очень хорошей девочкой. Она разработчик, дизайнер одежды. Она тоже уехала, она уехала, правда, из Чечни. И у нее была там полностью своя фирма, работали люди. Короче, она делает Большой очень цех. крутые вещи, крутые шьет. Бренд у нее был свой одежды. И... Да, я умею делать боты и много еще чего. И если нужно будет, я и сайт сделаю. Но мы решили, что мы занимаемся только доставкой роллов. И я уверена в том, что если ты делаешь что-то одно, сконцентрирован на чем-то одном, то неизбежно тебя Успех ждет в этом неизбежен. успех. Потому что именно вот сейчас мы это поняли, а Да. до этого мы хватались за все. За все подряд. Да. И ты, и швец, и Аня, жнец, и Аня на дуде, и утром грец. готовила, вставала в 7 утра. Там, пока я спал подольше, я просыпался, шел на работу к клиентам. Приходила она еще, там, грубо говоря, с кухни не выходила. Потом там вечером я что-то на кухне, какие-то заготовки делаю на завтра в заморозку. Там. Аня идет шить. Да, Ремонт это- одежды у нее. То есть Но у нее это потому в что какой-то клиенты момент свои. это стало уже Невыносимо. невыносимо. И Невыносимо. Мы просто поняли, что силы не бесконечны. Ну, это невозможно так жить. Ну, и опять же, я свято верю в то, что Но оно успех, как-то само так получилось. успех Само- придет, потому что мы делаем это вместе. То есть это Да. у нас как Мы семейный бизнес. 24 часа на 7 вместе. И когда ты делаешь это вместе, я, допустим, вот эту всю техническую часть настроила, я все это понимаю, знаю, делаю. Я у за меня вкус отвечаю. определенный есть. У меня вот именно вкус именно есть. То есть я могу... Нет, я за вкус еды отмечаю. А у меня вот этот вот, там, допустим, дизайнерский, да. Да, у Ани есть чувство стиля, она как бы видит. То есть мне нравится вот это логотипы делать, вот это вот меню. И я понимаю, что Не, у меня это, тоже есть, это но Аня мое как лучше. какое-то, как дети, как это назвать? Ну что-то, что мы создали сами, Родился с самого Нуля вообще. нуля. Но он реально, он так по кусочкам, по крупицам, сам как будто, ну, естественно, не без нашей помощи. Но мы Если бы мы долго ничего к не этому делали, шли. ничего бы не получилось. мы Поэтому долго к я этому говорю, шли. первый раз применил сейчас это слово «родился чопстик». Я никогда так не говорил. Ну и как бы так, ну он реально получилось, что родился. У нас даже в Uber, За 2 года. в Uber называется аккаунт Чопстик, и когда приезжают Курьеры. курьер, он такой Чопстик, он не может выговорить. Я говорю, чопстик. А по факту получается, что Астальвега, чопстик. когда человек Ну, прикольно. получает у себя заказ, да, ну, получатель, то курьер подъезжает и может его чопстик, типа от чопстика там. Ну, это прикольно. Entrega de chopstick, так говорят, да? Entrega de chopstick. Парати. Ну, Ну вот, короче, наверное, рассказала. все, вот как бы финиш. Вот сейчас вот ну вот как-то вот крутимся, так мы пришли через крутимся, все вот эти всё вместе колебания, через все сложности. И как будто бы сейчас уже такая выстроилась тропинка, по которой мы хотим идти. ну, появилась уверенность, вот так скажу я. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Уже ты такой, типа, можешь что-то планировать. То есть уже такой, блин, ну, ты как бы понимаешь, что, ну, я и так это знал, что, типа, мы найдем по-любому чем заняться. То есть я такой человек, то есть я могу там и строить, и, как говорится, что, и Да. готовить, и все, пофигу. Чем. Не боюсь ничего. Как бы. Люблю учиться всему новому. Руки из плеч, как Руки Саша из любит плеч, да. говорить. И я знал, что куда-то выгребем. Ну вот выгребли вот так. Отличный вариант, мне нравится, мне по душе. Тем более я это знаю, умею. Я даже, ну вот сейчас
готовлю роллы, кручу, у меня там раз флешбеки такие. Вот с Серегой Мокшиным стояли там, на перегонке эти роллы крутили там по 100 чеков, по 130 в день. Там рыба, сырая рыба, лосось у нас, рис, огурцы. Ну, мы вам разные сделали на пробу. В общем, мы с запеченные. Владивостока, я в Владивостоке, наверное, точно был самый, мы открывали первый ресторан на Дальнем Востоке как минимум, если не во всей России. Первая очень дорогой, точка очень суши. хороший, очень крутой ресторан был. И я учился у японца. Меня учил японец сенсей Осама. Сенсей Осама, вот я вспомнил его, первый раз вспомнил. Вот. И вообще у меня опыта 9 лет. И вот сюда мы привезли все рецепты, которые я знаю. Вот аутентичные японские рецепты. Мы сами готовим соуса, мы все абсолютно полностью делаем сами. Мы покупаем только изначальные ингредиенты. Рис, лосось, рыбу я беру целиком, разделываю тоже сам. Огромные рябины по 7 килограмм. Ну и опять же целая работа была проделана, чтобы, Да, техническая часть у нас Аня отвечает за техническую часть. чтобы Саша адаптировал к местным ингредиентам Ну, то есть, все, да, и воссоздал все вкусы по Я памяти. подбирал это, мне кажется, года полтора я готовился к этому, Да. чтобы запустить наши суши. Мы запустили где-то чуть больше 2 месяцев назад. Ну, были пробные версии людям, там просто на вечеринке где-то делали. Потом я понимаю, что у меня получается, ну, то есть, и чтобы воссоздать тот именно вкус риса, которому меня учил сенсей, и вкус соусов, и вообще вкус вот этой аутентичности японских роллов. Хотя роллы были придуманы в Америке, а не в Японии, но это не важно. То есть я как будто готовился к этому 1,5 года, подбирал вкусы, там соус куплю, там рис куплю, там уксус куплю. И вот по чуть-чуть, по крупице. Ну, в общем, попыток 7-10 было сделано, чтобы именно добиться того нужного вкуса, который был, который я помню. То есть вкусовая память осталась, как оказалось. Хотя это было, в 2002 я пошел, нет, вру, в 2000 году я начал работать, и в 2009-2010 я закончил с поварской деятельностью именно в японской кухне. Ну, а потом дальше жизнь там начала бросать в разные стороны. Я очень щепетильно отношусь к качеству продуктов, потому что я знаю, как оно должно быть, какое качество продуктов должно быть. Мы работали только с высочайшим качеством продуктов. И здесь почему, я говорю, подготовка шла почти 1,5, наверное, года минимум. То есть я подбирал тщательно поставщиков. Я брал одного, проверял рыбу. Я брал сначала форель, мы ее вялили, продавали, вакуумировали, там, малосольную делали, сювид варим. Ну, мы до сих пор еще делаем. Ты умеешь то, что ты 15 лет делал. Ага. А я просто Прохладненько стало, да? И то есть я вот так цеплялась за все. Я понимаю, что я тоже умею все. Я талантлива во всем. Я идеально шью. Ну да. Я вкусно готовлю точно так же. Я умею в компьютер сесть и разобраться в любых настройках. Ну, и получилось, что по крупицам, по частицам, и вот так вот мы вышли к тому, что... Итак, ребята, сегодня субботний день, и мы решили ее провести в парке. Заодно испробуем фирму Chopstick. Chopstick – это суши, роллы, в общем, все, что рассказывали ребята, все, что они привезли, сейчас будет как это, проба. А я пока горячую чайку. Кофейку. Кофейку, точно. Я унесу это. Открывать? Да. Открываем, смотрим, что там. Распаковка. Да, распаковочка. Распаковка. Ну да, вынимай. Пару пачек. Ух ты. Так. 2 сета нам прислали. Одни палочки для Николяса мы оставим. Да. Значит, одни открывать не будем. Одни открывать не будем. Так, доставка роллов. Так, вот у нас получается вся информация. Доставка роллов. Суши а домисилио. Все данные мы оставим в описании под видео, правда? Да, обязательно. Инстаграм, Телеграм, все оставим в описании, посмотрите, все ссылочки. И я договорился с ребятами, они обязательно это самое, ну, как бы будут отвечать вам на вопросы. Так что пишите в комментарии под видео, и они ответят вам на вопросы. Все, что там, ну, типа, не будет, как бы, в данных.
Так, итак, нам прислали 2 набора, 2 сета. Один. Ой, какие вкусняшки, смотри. Так, здесь вот такие роллы. Сейчас мы посмотрим, будем пробовать по вкусам, как у нас. Соус. Вот, чопстик. А ну-ка, сейчас поверну. Вот такое название бренда. Суши чопстик. Класс. Хорошее название, да, мне нравится. Такое короткое, запоминающееся. И второй сет. Открывай, потом будем пробовать. Пока так поснимаешь. Так, это у нас получается, я так понимаю, горячие. Вот эти вот должны быть, как они там назывались. Вот тоже соус и вот такие роллы. Слушай, так вкусно пахнет, да? Уже пахнет. Нравится? Да. Так, сейчас Очень. будем пробовать. Так, что выбираешь? Мне все равно, давай Будем- вот и. Ну, начнем с чего-то одного, правда? Да, да. Ты будешь палочками или вилочками? Я буду палочками. А я тренировался палочками, но я не знаю, Ну, попробуй. получится ли у меня. А? Я не Мы знаю, взя- получится у меня или нет. Бо я с утра там тренировки делал перед... Ну, я тренировался этими ножиками. Ты можешь их вот так вот открывать. Раз. Ага. Потом вот так вот берешь и кушаешь, Ну если да, тебя типа, кто там знает, как. Заберем сразу, чтобы не улетало по... Иди по возьми парку. вилку себе. Дай тебе? Слушай, а если их не открывать, смотри, они получаются более умно. О, смотрите, кто такой умный палочками кушать, как я, может брать вот таким образом. Смотрите, если их не разрывать, то они могут что-нибудь схватить. Гляньте, класс. Оба. Так, как он открывается. Слушай, а это что? Васаби, Лень. Васаби. Ага, а это что? Это имбирь. В смысле имбирь? Ну, имбирь маринованный. Точно? Лень, да. Суши всегда подают с имбирем маринованным. Слушай, какая вкусняшка. Ты мало суши ел, наверное. Да, я вообще, блин, не ел в селе своих суши. А тут тебя жена таким не кормила, да? Не говори. Смотри, берешь одну. Хорошо, хоть приехали иммигранты, суши. Вот, берешь одну, вот так вот. Ну. Сейчас. Ну, подожди. Как там было? Я умела раньше ими пользоваться. Вот, берешь одну вот так вот. Так, Раз. ага. Смотри. И так. То есть, смотрите, берешь одну, раз, Угу. Ну, полностью. И аккуратно, чтобы не поляпал. Мгм. О. Вкусно. не, Еще надо- реально вкусно. Угу. Берешь имбирь. Вот. Кладешь сверху на эту штуку, потом все это в соус. Леня глаза закрыл, вы не видите. Божественно. Глаза закрыл от удовольствия. Мы в очках, люди, извините. Мы можем без очков, но Солнце. здесь такое солнце. В Аргентине даже зимой надо в очках. Я понимаю, что меня некоторые критикуют, черные глаза, то все, но при таком солнце лучше я буду с черными глазами. Я потом где в помещении буду одевать такие. Так, это были горячие роллы. Я его выкачу. Пробуй. Моя палочка не очень хорошо берет его. Так. О, у тебя все Ой, васаби. ой. О, все. Это немного? Нет. Теперь соус. Соус, кстати, Классный. я читала, делают люди. Сами ребята. Да. Это не соевый соус, это какой-то очень вкусный соус. Потом почитайте у них на страничке. Там есть все названия. Мы в этом не специалисты, но Слушай, это еще вкуснее. еще вкуснее. Это, наверное, наверху С уголь. огурчиками. Это не уголь, да? Хрустит. Не знаю, что это. Очень классный. С огурчиками. Слушайте, очень вкусно. Кстати, насчет заказывать. Я видел, у них есть бот в Телеграме. И очень быстро работает. То есть рекомендую. Почему? Потому что мы когда разговаривали в парке, на этом боте сразу хоба,
заказ. Они сразу хоба, там типа, блин, к какому времени привезти? Те говорят, к 2 часам. Ребята подорвались и говорят, все, наш заказ к 2 часам привезти. Следующие эти и убежали. Так что этот бот, пользуйтесь, очень такой нормальный, вот, телеграм-бот. Я теперь насмотрелся и, наверное, себе сделаю телеграм-бот тоже такой. Кто хочет там что-нибудь, ну, к примеру, на рыболовный канал. Кулечек улетает. Как тебе имбирь, Лень? Мне очень вкусно, мне понравилось. Я, кстати, не ожидал от имбиря такого вкусности. Так, я еще вот эту не пробовал. Подожди, я как-то эти палочки... Это она в кулечке или это... А, не, это можно кушать. Я думал, это В оно... каком кулечке? Не, мы ж только сели по одной. Мы эту не пробовали. Веселье обычные такие были. А я вот. имбирь вот так хочу попробовать. Не пробовали мы вот этой. Так, Пробовали. Очень вкусно. я тебе говорю, мы этих не пробовали. Ладно, давай попробуем. Посмотришь потом на записи. Смотри, научишься палочками. А, не, наверное, мы пробовали, только, наверное, они самые вверх первые. ногами Ну лежали. да. А, вот в чем прикол-то. А оно так лежал. А я смотрел, белое было. Давай. Раз, два. Будьмо. Вкусно. М? Сейчас, подожди. Давай. Это, кстати, А что это было? сейчас посмотрим. Меню. Есть Филадельфия, но это не Филадельфия, Саква. Мне вот эти штуки тоже очень понравились. Вообще такие классные. Какие? Вот эти. М. Эти тоже вкусные, своеобразные, но таких я вообще не пробовал. Сейчас будем другие пробовать. Пока Света найдет в меню, что это Рос значит. гратинадос. То есть запеченный сверху здесь, как бы, знаешь, как гратинадо де queso делают, как сыр запекают. Ставь. Этот просто возьмем вот так. Отсюда будем брать и сюда А, вот в чем наш секрет. Секрет очень простой. Я Тогда хочу еще пробуем такие. Я хочу еще такую. Я тоже, мне очень понравилось. Раз. Сейчас, подожди. Заодно вы увидели, как правильно палочками пользоваться. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Я как настоящий японец. Огурчики. Смотри, как ты уже умеешь. Раз, два, и всё. Растягивающимися палочками. Запросто. Смотрите. Класс. Хочу другие попробовать. Давай. Смотри, какая красота. Давай, бери, пробуй. Так, начнем с рыбкой. Ты какую попробовал? С красной рыбой? Такие более классические, да? Все равно вкусняшка. Эти вообще как ты? Оригинальные, да? Чтобы он не развалился. Подожди. Ну, вот с краю возьми вот этот. Да смотри. я уже этот хочу. Ну взять. да, доколупай уже. Там васаби еще. О, сейчас мне будет. Слушай, нормально, такой тарелочкой можно накушаться. Здесь авокадо. Сыр Филадельфия. Я вижу. Я очень люблю авокадо. Красная рыба. А здесь получается, наверное, креветки, Наверное. огурчик. Сейчас попробую. Кстати, тут тоже что-то есть. А, Ну, это то же самое. Мы отсюда будем это, ее добирать. да. Это имбирь. Ты полностью бери. Видишь, ты наполовину, сейчас она не пойдет. Смотрите, ребята, Пойдет. настоящий сушь.
Ролл. Ролл. Настоящий суши. Ой. Ой, честно говоря, мне понравилось. Хорошие. Очень вкусные. Я, во всяком случае, таких еще не это. Мы покупаем в китайском районе такие, да, кругленькие. Но как бы классические, все время, ну, есть разнообразие, но эти мне понравились, действительно. И соус классный. Очень вкусно. Так что все, контакты в закрепленном комментарии и в этом самом, и в описании под видео будут ребят. Там WhatsApp, Telegram. И еще пишите комментарии и делитесь тем, когда попробуете, как вам понравилось или нет. Нам понравилось. Кстати, разница между этими и те, которые в китайском районе, потому что мы по суши-барам не ходим, нам сравнить не с чем. Но суши-бары, мне нравится мы то, поняли? Да, мне нравится то, что здесь меньше риса и больше начинки. То есть как бы есть такой баланс. Потому что в китайском районе тоже продаются всякие разные, но там больше риса, меньше начинки, как бы, ну, ощущения такие, да? И они больше размером. То есть там больше риса. А здесь получается приблизительно 1 к 1 начинка и рис, если вот взять. Угу. Нет? Да. Так, смотри, я еще вот такой буду один. Мне понравились вот эти больше всего. Так как я очень люблю красную рыбу, я люблю авокадо и крем-сыр, поэтому как бы вот эти мои любимчики. А мне вот эти больше понравились. Ну, вообще это, больше наверное, всего. угорь. Мне, в принципе, все понравились, если честно сказать. Единственное, что если бы выбрать вот правду, как бы, что, зачем, я бы выбрал вот эти, вот эти, вот эти и вот эти. Ну, каждый свои вкусы. Вот эти вообще бомба. Потом вот эти. Потом вот эти. И потом вот эти. Но все очень вкусные. То есть, если так каждого по одному, очень вкусно. Да. Класс. Так, я села по 2 каждой, вот эту еще одну. Давай. Чтобы было каждого по 2. Обязательно. Я хочу его перевернуть аккуратно. Может помочь? Не, вот так я его У поставлю. меня... А теперь я его мастерски, смотри как. Покруче. Раз. А? Раз. Раз. И все. Долго ли умеючи? Ладно, ребята, не забудьте подписываться на наши видео, ставить лайки и до следующих видео. Кому еще надо что-нибудь, так сказать, принести нам попробовать, не стесняйтесь, пишите или в Телеграме, или в личку, или в Инстаграме. Я хоть раз в 2 недели, но туда заглядываю. Это точно. Вот. Ну и, конечно, комментарии я пересматриваю каждый день. Может, не всегда отвечаю, но пересматривать точно пересматриваю. Так что все. Всем пока и до следующих видео. Пока.